Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні поділюсь з вами рецептом сирного тіста для смажених пиріжків. Воно смачне, пухке, довго не черствіє і підійде до будь-якої начинки, а готується дуже швидко. Перед вами те продукты, которые понадобятся для теста. Точное их количество, как всегда, укажу в рецепте, найдете его под видео в описании. Готовлю его на 250 грамм творога, жирность 18%. Вот такой вот зернистый, маслянистый, но не влажный. Сыроватка из него не течет. Из-за того, какой у вас будет творог, сухой или влажный, зависит количество муки. Среднее яйцо, растительное масло, сметана, лучше возьмите погуще. Сахар, чайная ложка, совсем чуть-чуть, сода и соль. Так как это тесто универсальное, начинку можете приготовить любую. У меня картошка с добавлением жареного лука и укропа. Тесто готовится быстро, поэтому начинку приготовьте заранее, тем более если ей надо остывать. Вот у меня картошка уже только немного теплая. Пока замешу тесто, ему еще надо отлежаться, она полностью остынет. Творог обязательно перетираю через сито и высыпаю в миску для замеса. Я говорила, он маслянистый. Смотрите, как легко размазывается, перетирается. Можно было этого и не делать, но так он лучше разойдется в тесте. Творог подготовила. Высыпаю сюда соль, пол чайной ложки, сахар, яйцо я беру среднее. И все это хорошо перетираю до однородной массы. Сюда же 100 грамм сметаны. В холодильнике она была густая, сейчас нагрелась и стала более жидкой. И 2 столовые ложки растительного масла, беру без запаха. Снова все это хорошо перемешиваю до однородности. Вот такая она получается. Все равно видны маленькие-маленькие крупинки творога. Не густая, но и не жидкая. Теперь надо подготовить муку. Я беру меньше, чем указано в рецепте. Здесь 220 грамм. Добавляю сюда пол чайной ложки соды. По весу это 2,5 грамма. Берите именно столько, сколько указано в рецепте, и добавляйте к муке, а не в жидкую часть теста. Не надо ее гасить, иначе она потеряет свою силу. И в тесто добавляю обязательно просеивая, чтобы избавиться от этих комочков. Так как я взяла меньше, чем указано в рецепте, то высыпаю все сразу. И замешиваю тесто сразу лопаткой. Когда оно уже будет комковаться и лопаткой вымешивать будет сложно, домешу руками. Вот сейчас оно под лопаткой кажется плотным, но сейчас увидите, насколько оно мягкое и липкое. Поднимаю все с донышка. Рукой вымешиваю до однородности. Вообще это тесто долго месить не надо. Тесто на соде долго не замешивается. И когда мука уже полностью увлажнилась, не остаются ее комочки. Вот такое оно получается. Домешивать буду на столе. Просеиваю 20 грамм муки. На нее выкладываю тесто. Сверху немного подпыляю. Сразу полностью обваливаю в муке. И чуть-чуть вымешиваю, чтобы оно не так прилипало к рукам. Не спешите вмешивать всю муку. Подсыпайте по чуть-чуть и вымешивайте. Может быть, вам понадобится и меньше. У всех она разная. Без муки прихватывается к коврику, но это нормально. Оно и должно оставаться слегка липким. Тогда и пирожки получатся более мягкие и пышные. Не надо замешивать его плотным. Тесто должно остаться мягким. Подпыляю еще немного. И этого будет достаточно. Понадобилось столько, сколько указано в рецепте. 220 я добавляла сразу вместе с содой. И 30 грамм домешивала на столе. Прячу в пакет и ставлю в холодильник минимум на полчаса. Но можете оставить и на час. Пусть тесто постоит. Сода за это время погасится, так как в нем есть кислая среда. Творог, сметана. И вы не почувствуете в пирожках ее запаха и вкуса. К тому же она начнет работать, разрыхлять тесто, и пирожки получатся более пышные. Прошел 1 час. Коврик смазываю растительным маслом и дальше буду разделывать на нем, а не на муке. Подкатываю тесто в жгутик, не сильно придавливая.
а равномерно, постепенно. И он раскатается до нужной длины. Если где-то прихватывается к коврику или к рукам, смазывайте растительным маслом. Делю его на 15 примерно одинаковых кусочков, свешивать не буду. И каждый подкатываю в шарик, чтобы пирожки сверху были более ровные. Краешки теста подтягиваю в середину, защипываю, придавливать не надо. Защипываю и немного округляю на ладошки. Как только подкатаю все, сразу же начну делать пирожки. Раздавливаю сразу гладкой стороной вверх, переворачиваю и еще немного с обратной стороны. Гладкая сторона должна быть снизу. Это будет верх пирожка. Тесто легко поддается, оно очень мягкое, нежное. Если стягивается, коврик все-таки жирный, то немного еще растяните пальцами. Слишком тонким его не делайте. Здесь можно обойтись без скалки. Тесто послушное. И очень хорошо его разделывать на растительном масле. Мука не будет гореть, да и вид пирожков совсем другой. Так, раскладываю начинку. Набираю по чайной ложке. Вот так вот, полная с горкой. Можно еще немножко и добавить. Вот так вот растягиваю по длине пирожка, чтобы тесто не прорывалось. Руки после картошки помыла, смазываю немножко растительным маслом и делаю пирожки. Вот так вот хорошо слепляется тесто. Не надо руки макать в муку. Посмотрите, какой красивый пирожочек. Ровный, гладенький. Шовчик делаю тоненький, вернее гребешок. Загибаю немного в сторону и выкладываю. Чуть-чуть придавливаю, придаю ему форму пирожка. Снова беру пирожок на руку. Вот таким вот образом. Не забывайте руки слегка смазывать маслом, чтобы тесто к ним не прилипало. Снова хорошо защипываю шовчик. Делаю тоненький гребешок, загибаю в сторону. Вот такая получается красота. Посмотрите, совсем не такой пирожок, как если его разделывать на муке. Мало того, что пирожок получается более красивым, еще и мука не будет гореть при жарке. Не будет оседать на дно сковородки. В общем, разделывать тесто на растительном масле для пирожков это только плюс. Видите, какое мягкое тесто, но насколько оно послушное. И я говорила, не раскатывайте его тонко, оно само по себе очень-очень вкусное. Можно жарить такие пышечки даже без начинки. Ну и вот сейчас включаю сковородку, пусть греется, а я сделаю еще немножко пирожков. Если они полежат хотя бы 5 минут перед тем, как их жарить, то получатся более пышные. Масло нагрелось, наливаю его столько, чтобы пирожок погружался почти до половины. Бока желательно тоже, чтобы зажаривались. И выкладываю сразу на шовчик, чтобы им было просторно. Они немножко увеличиваются в объеме. Переворачиваю. Потом на эту сторону переверну еще раз со стороны шовчика. Буду прожаривать дольше. Теста здесь больше. С каждой стороны обжариваю по 2 раза. Можете по одному, как вам удобнее, как вы привыкли. Но я, чтобы не прозевать, чтобы не подгорели, лучше раньше переверну, а потом еще раз с этой стороны обжарю. Покажу вам, какой огонь. Вот такой вот небольшой. Сильно колеровать их не надо. Лучше сделайте меньше огонь. Кстати, это тесто не впитывает масло. И посмотрите, какое оно светлое. Никакой муки не оседает, не горит. Все, пирожки готовы. Снимаю их на тарелочку с бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний жир. Последние пирожки. Снова масло не добавляла. Вот как налила первый раз, так и продолжаю жарить.
Представьте, какое оно было бы, если бы пирожки разделывались на муке. Уже было бы черное донышко, черное масло. А так просто все отлично. Я повторяюсь, но хотелось бы, чтобы вы тоже попробовали разделывать именно на растительном масле, а не на муке. Сковородку выбирайте правильно, с толстым или двойным донышком. Это у меня тяжелая нержавейка, сковородка фирмы Тескома. Покажу, какие они на разломе. Красивые, ровненькие, аккуратные, очень мягкие. Начинки много, тесто хорошо прожарилось. Я говорила, тесто универсальное, подойдет для любой начинки, поэтому можете сделать с ягодами, фруктами, творогом сладким или соленым. Все по вашему вкусу. Это тесто не черствеет, потому что в нем нет жидкости, воды или молока. Так что можете увеличить порцию. На следующий день вы їх теж з'їдите з удовольствием. Ну а якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки, а постійним спонсорам мого каналу за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди, бажаю вам всього найкращого.